течение всей затяжной и хмурой осени, когда ледяные дожди безжалостно смывали последние краски с облупившегося фасада старой городской больницы, на ступенях главного входа ровно в 8 утра неизменно появлялся один и тот же гость. Это был старый коренастый пес неопределенной породы с печальными глазами цвета крепкого чая, которого персонал прозвал Верным, хотя никто в округе не знал ни его настоящего имени, ни того, откуда он приходит. Но самой странной была не сама пунктуальность животного, а то, что каждый божий день пес аккуратно клал на верхнюю ступеньку маленькую, искусно вырезанную из дерева фигурку птицы, после чего молча отходил к старым липам и часами наблюдал за дверями, через которые входили и выходили сотни людей. «Григорич, ну посмотри на него! Опять притащил свою деревяшку, словно мы тут филиал сувенирной лавки открыли, а не лечебное заведение», – ворчливо бросал старый охранник, замахиваясь веником, хотя в глубине души он никогда бы не посмел тронуть пса, чье молчаливое достоинство вызывало безотчетное уважение. Молодая медсестра Марина, которая только что закончила тяжелую ночную смену, однажды не выдержала и, вместо того, чтобы пойти домой отсыпаться, решила проследить за необычным курьером, когда тот, дождавшись заката, поднял в зубах брошенную кем-то корку хлеба и потрусил в сторону заброшенных лодочных сараев на окраине города. Там, в полуразрушенном строении, где пахло речной сыростью и старым деревом, она обнаружила крошечную каморку, буквально заставленную сотнями таких же деревянных птиц, зверей и сказочных существ, которые словно замерли в ожидании своего создателя. А господи, так это же работы Степана Ильича, того самого одинокого дедушки из отделения паллиативной помощи, который ушел от нас 3 месяца назад, прошептала Марина, когда свет ее фонарика выхватил из темноты старую фотографию на стене, где улыбающийся старик обнимал этого самого пса, тогда еще молодого и полного сил. Правда, открывшееся на следующее утро всему отделению заставило плакать все отделение и даже самых суровых врачей. Степан Ильич, будучи профессиональным резчиком по дереву, всю жизнь мечтал подарить свои работы детскому отделению, но не успел закончить формальности и ушел в полной тишине, не имея ни одного родственника, кроме своего верного пса. Собака, оставшись в пустой каморке, каждое утро приносила по одной фигурке к дверям больницы, потому что это было единственное место, которое пес ассоциировал со своим хозяином, и он верил, что если будет продолжать дело мастера, то человек обязательно вернется за своей последней работой. Теперь на полках в игровой комнате детского отделения стоят те самые деревянные птицы, а Верный больше не спит под дождем, потому что коллектив больницы единогласно решил, что такая преданность заслуживает теплого дома и полной миски, сделав пса официальным талисманом и почетным стражем их учреждения. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.